Всем привет, друзья! Такая вот разметка по лайткоину. Мы сегодня разберем с моей точки зрения 3 ключевых события, которые могут произойти с ценовым действием в ближайшем будущем. Можно ли на этом заработать? Лайткоин присутствует на данный момент в составе райского портфеля. А я напоминаю, райский портфель — это эксперимент, в рамках которого по $100 в неделю инвестируется в криптовалюты. В данном случае инвестируется в альты. Это уже второй сезон. Первый сезон принес с $5200 инвестиций почти $80 тысяч. Этот второй сезон только-только начался, но начался он с $5000 стартового баланса и по $100 в неделю пополняется. На данный момент в портфеле есть еще 17% USDT, $1300. То есть неполная экспозиция. И лайткоин был куплен на $300 по средней цене $85.37. На текущий момент он принес 38, почти 39% профита, $117 на эти $300. И я потихонечку буду разбирать монеты, которые уже есть в райском портфеле во всех следующих видео. Поэтому ссылку на этот райский портфель, чтобы вы могли отслеживать его в режиме реального времени, смотреть на изменения доходности и убытки, и на разметку лайткоина, которые со всеми уровнями, которые мы сейчас будем разбирать, я оставил в телеграм-канале. Так что ссылку ищите в описании. Подписывайтесь, будет полезно. Значит, мы сейчас с вами не будем выдумывать никаких велосипедов. Будем идти по скучной, старой, доброй, проверенной веками, уже можно сказать, не веками, десятилетиями истории с волновой теорией. Сначала сделаем разметочку. Вместо того, чтобы какие-то там треугольнички просто рассматривать, да, это более все-таки продвинутая методика, а уже потом посмотрим на показатели индикаторов, осцилляторов и попытаемся сделать некоторые выводы и сценарии действия при движении цены на пробое определенных уровней. Давайте я удалю полностью всю разметку и попробуем ее начертить с самого начала. Значит, первый расклад. Здесь у нас была вот пятерка с растянутой пятой волной. То есть вот первая, вторая, третья волна. Здесь четверка в виде треугольника. Судя по всему, закончился он вот здесь. И вот это вот все пошла его пятая волна, да, то есть сама по себе растянутая, тоже состоящая из 5 волн. Напоминаю, кто из вас плохо разбирается в волновой теории, у меня есть полноценный урок, который практически полностью покрывает основную суть данной волновой теории. Ссылочку я тоже оставлю в описании, и вот тут в подсказочках ищите. А так вообще напомню, что все движение, по всяком случае, по направлению, по тренду делится на 5 волн. Как бы самая стабильная, самая простая модель постепенного поступательного продвижения вперед. То есть 3 шага в одну сторону, 2 шага назад. 3 шага вперед, 2 шага назад. В данном случае вверх 3 шага, 2 шага вниз. И то же самое происходит и когда мы движемся в обратном направлении. Главное смотреть, куда направлен все-таки основной тренд. На данный момент здесь ни в коем случае нельзя сказать, что у лайткоина присутствует какой-то нисходящий тренд. Да, боковик есть, но нисходящего тренда точно нет. Восходящий тренд стал на паузу, и все-таки тренды имеют, знаете, ввиду названия своего, имеют больше шансов сами себя продолжить, на то они и тренды. Поэтому давайте попробуем сделать рассудить по этой первой разметке. Что здесь еще может подсказать в пользу этой разметки? Мы будем сейчас с вами делать несколько разметочек, потому что, волновой теорией на самом деле можно описать практически любое движение. Да не то, что практически, я бы даже сказал, любое абсолютно движение, которое может появиться на рынке. В этом нет никакого труда. Единственное, что у этого описания может быть либо красивое обоснованное описание, либо совсем некрасивое и совсем необоснованное. Да? И в данном случае нужно искать некоторую красоту движения для того, чтобы как-то прогноз был более адекватен. То есть я могу сейчас расписать сценариев сколько угодно много. Хоть там не 3, а 10, 20, 30 в разные направления. Но не все из них будут красивыми с точки зрения эстетики. И чем более эстетично выглядит разметка по правилам и нормам согласно волновой теории, тем более вероятно она в той или иной степени исполнится. Поэтому постараемся именно красивые разметочки использовать. Почему именно первый вариант, который я сейчас применил здесь, почему именно такой? В этом нам подсказывают треугольники. То есть треугольники часто выступают в качестве
четвертых волн. Это если мы говорим об импульсах, то они только в четвертых волнах. Если мы говорим о коррекционных структурах, то это обычно либо волны B, либо волны X в двойных комбинациях, либо волны X в тройных комбинациях, либо вообще последняя, собственно, волна коррекционной структуры в любых комбинациях. То есть буквально последняя коррекционная модель перед последним забросом вверх. Да? После этого как раз вот она предшествует завершению более крупного импульсного движения. Поэтому треугольники помогают нам в разметке импульсных структур, так как они выступают чаще всего, да, в конце четвертых волн, то есть или сами по себе в качестве четвертых волн. Поэтому здесь у нас есть треугольник, да, вот мы его можем выделить. Они состоят из 5 подволн, каждая из которых состоит по 3 волны, как правило. То есть это обычно комбинация различных зигзагов. Здесь, если мы уменьшим таймфрейм до дневного, то мы эти трешечки увидим там. Значит, здесь, в принципе, тоже можно описать треугольник в данном участке. Не совсем, конечно, идеальный, потому что возникают здесь некоторые, знаете, сомнения с этим вот участком. То есть здесь можно на самом деле притянуть и сказать, что здесь вот на самом деле не тройка, да, с треугольником в качестве B, а все-таки это некоторая такая пятерка с растянутой пятой, либо это вообще не треугольник. Ну, тут здесь на самом деле нельзя сказать, что именно вот этот участок прямо очень четкий и точный, да. Но, в принципе, схождение трендовых линий, ну, как бы нам и намекает, что, да, ну, может быть здесь действительно А, Б, С, Д и Е, да, то есть Е закончилась такой неудачей, немножко не дошел, не то, что немножко, а больше, чем наполовину не дошла волна Е треугольника до его нижней границы. Ну, такое часто с волнами Е бывает. Они редко когда заканчиваются прям вот аккуратно на нижней границе треугольников. Они либо пробивают немножечко нижнюю границу, либо немного не доходят. Ну, в данном случае прям серьезный недоход, но такая картина в 2020 году была у многих криптовалют. И, в принципе, можно посчитать, что именно вот здесь был у нас последний, собственно, импульс. И что это нам дает, да, такая разметка? Это нам дает, что, в принципе, первый импульс закончился, да, и мы его можем... Да, допустим, это циклическая степень. И вот у нас сейчас вот вторая волна. Да, то есть первая коррекционная на пути более крупного восходящего тренда, которая корректирует первое движение, и дальше будет только еще продолжение роста. Да. Это если мы полностью игнорируем вот это вот предыдущее движение. Тут у нас, конечно, на степень больше, поэтому мы... Циклическая, точнее, степень. Вот. У нас была только первая циклическая степень. Значит, вторая. Хотя на самом деле это не особо важно, какая тут степень, но можно так посчитать, можно сказать, что, допустим, это была промежуточная, да, степень, здесь у нас вторая, первичная, допустим, потому что циклическая все-таки, я так подумал, сейчас, наверное, многовато. Вот, пускай это будет, например, вторая, да, и здесь такой вот зигзаг с растянутой волной С, можно так сказать? Ну, в принципе, да, наверное, можно. И именно так считают в проекторовском агентстве, смотрят на вот эту всю ситуацию, да, думают, что это вот первая волна первичной степени, это вторая, и сейчас будет у нас третья волна, и, возможно, то есть обычно, если такие крупные первые волны, возможно, третья волна окажется меньше первой, и потом уже... Собственно, четвертая волна немножко скорректирует третью, и потом пятая волна окажется еще меньше, чем третья. Вот. Я не совсем согласен с этим счетом волн, но я решил начать с него, потому что, ну, так считают в проекторском агентстве Elliott Wave Theory. То есть там вот подписочка у них платная есть. Я вот как-то давным-давно еще подписался много лет назад, так вот иногда поглядываю и смотрю. С волновиками, которые делают там анализ на криптовалюту, я часто не согласен, но просто для, так сказать, альтернативного мнения поглядываю, что они там размечают. С этой разметкой я не совсем согласен, но та разметка, которая мне нравится больше, которую мы сейчас рассмотрим тоже, она в принципе не противоречит этой. Разницу вы сейчас увидите. Стратегия входа и выхода будет практически идентична. То есть они считают, что у нас уже началась третья волна первичной степени роста. Да? То есть первая закончилась, у нас коррекция вот закончилась на уровне $40, и вот сейчас пошла череда растяжений. То есть они считают, что вот эта вот третья волна первичной степени уже сейчас в процессе. И здесь у нас образовалась уже первая волна
промежуточной степени, да, и уже закончилась вторая волна промежуточной степени. И сейчас пошла, значит, уже третья волна в рамках этой третьей волны, да, то есть это еще вот такое вот движение, то есть уже внутренний компонент. И вот ее только первая подволна образовала здесь, уже вторая, то есть это у нас еще на степень меньше, то есть они считают, что это растяжение пошло сейчас у нас, то есть третья волна началась с череды растяжений. То есть у нас будет сама первая волна, потом вторая, да, и вот в рамках нее уже вот еще и третья тоже пошла. Вот давайте еще на степень меньше возьмем, то есть они вот так вот размечают у себя. То есть сейчас вот третья в третий, да, то есть можно сказать, будет идти, то есть вот как-то вот так можно разметить. То есть прямо вот самые основные волны, на которых зарабатываются деньги, это третьи. Поэтому прокторское агентство, во всяком случае, ребята, которые там делают разметку для крипты, считают, что прям вообще надо с обеих ног вот прямо сейчас залетать в биткоин. И это прям однозначно. Чего они вам там не скажут, даже если вы подпишетесь, а я не советую на них подписываться. Во всяком случае, на криптовалюту абсолютно не имеет смысла. Вот. Не знаю, я считаю, их разметка не стоит того, чтобы за нее платить деньги, ну, если только вы не учитесь, например. Но согласно этой разметке, когда можно наиболее актуально, оптимально заходить в трейд? Когда мы получим подтверждение того, что действительно мы имеем дело с чередой растяжений первой волны, и только после обновления вершины первой волны с закреплением недельной ценой закрытия мы получим сигнал на вход для длинной позиции и подтверждение того, что основная волна для заработков номер 3 уже началась. Поэтому мы можем отметить горизонтальным уровнем вот уровень $145, конец первой волны по их разметке, и на пробой этого уровня можно условником заходить в сделку. Как один из вариантов. Стоп при этом раскладе ставится под основанием вот этой первой волны, вот в череде первой волны в рамках третьей, в рамках этой третьей волны. То есть стоп в данном случае ставится под $50. Поэтому здесь мы тоже ставим красненький уровень. Вот. Если мы будем нарушать начало первой волны, соответственно, перечеркивается сценарий, что здесь развивается новое импульсное движение, которое приведет Litecoin к новым историческим максимумам. А теперь давайте рассмотрим мой сценарий. Я считаю, что здесь вот альтернативный сценарий, с моей точки зрения основной, первичная волна еще не закончилась. Почему я так считаю? Потому что если мы возьмем другие какие-нибудь криптовалюты, например, биткоин или эфириум, то они как бы... Ну, эфириум еще можно поспорить, но биткоин так уже так точно не поспоришь. Вот такие вот старые вещи показывают завершение крупных циклов. Да? И если говорить о том, что показывает разметка прокторского агентства, получается, они полностью игнорируют то, что биткоин в ближайшем будущем, вероятно, закончит крупный первый такой цикл роста, можно даже сказать, назвать ее там уже этой волну циклической, и закончит, значит, этот рост и будет очень долго падать и очень далеко корректироваться. И в принципе они сами дают такую разметку, и с ней на биткоин я согласен. Но как при таких раскладах, если биткоин будет очень сильно корректироваться, будет реализовываться сценарий с третьей, потом еще и даже пятой волной роста, в данном случае первичной, для лайткоина. Непонятно. Поэтому я считаю, что первая первичная волна еще не закончилась, поэтому вот эту вот всю историю мы можем удалить. И давайте посмотрим, что если вот эта вот первая волна первичной степени еще не закончилась. Да, вот давайте это все подвинем. И вот эта вот пятая растянутая все еще в процессе. Что если на это взглянуть именно так? А действительно, здесь вырисовывается все-таки треугольник гораздо больших масштабов, и он имеет другой характер. Это бегущий треугольник, да, когда у нас волна B треугольника несколько превышает конец третьей волны, в рамках которая формировалась до образования, собственно, этого треугольника. Поэтому мы отказываемся от этого более маленького треугольника, хотя в принципе подходит, но, знаете, как с такой, с натяжкой. И давайте посмотрим на расклад
что треугольник у нас на самом деле был вот что-то вроде такого, да, такой вот какой-то формы. Конечно, немножко хаоса здесь присутствует, некоторые заколы, но самое главное, что в принципе волатильность сжимается, и диапазон колебаний цены, он находится в рамках предыдущих волн. То есть, если рассматривать эту структуру как треугольник, как бегущий треугольник, здесь ничего не нарушено, да? И давайте его разметим. Пусть это будет волна А, хотя, опять же, тоже возникают вопросы, это импульсная или тройка, хотя в пользу тройки здесь выступает вот какая-то такая треугольная формация в этом участке, да, все-таки в самом начале. Поэтому можно как бы, давайте считать ее за тройку. Это у нас волна Б, это у нас волна С, это у нас волна Д, да, и здесь все-таки вместо того, чтобы считать, что это развитие новой импульсной волны номер 3, первичной, все-таки это можно считать зигзагом, с учетом того, что именно вот этот вот участочек, да, он равен вот этому участку. Даже можем сейчас померить, и если он равен, то это, пока что больше в пользу того, что это зигзаг. Для этого мы возьмем инструмент, тренд основанный на фибе, да, и вот посмотрим, вот отложим. Видите, один в один, да, $145, вот этот вот участок, вот этот вот, он прямо один в один равняется по высоте вот этому участку. Поэтому, конечно, такое и в растяжениях случается, но в данном случае я все-таки склоняюсь думать, что это тройка вот такая. Похожая тройка в свое время была, знаете где, на графике эфира. В принципе, исходя из этого движения, можно сказать, что да, вероятно, здесь треугольник этот уже закончился. Теперь давайте вот этот треугольник, ввиду того, что он выступает уже четвертой волной, да, и здесь можно сделать разметку уже внутренних компонентов меньшей степени. Вот это у нас была первая, вторая. Третья, это у нас вот четвертая здесь где-то закончилась, да, и вот сейчас будет развиваться пятая. И что здесь мы получаем? А в принципе, если использовать волновую теорию как основу для торговли, то здесь сигнал на вход, то есть выход из треугольника, это тоже пробой конца волны D. То есть, в принципе, условия для открытия длинных позиций, глядя на всю эту картину, несмотря на то, что стратегия сильно отличается, то есть разметка сильно отличается, здесь то же самое на пробое того же самого уровня, $145, то есть конец волны D. Единственное, что эта разметка позволяет поставить более близкий стоп-приказ под конец волны E потенциальной, да, в данном случае пока что еще потенциальный, потому что пробоя не было. В данном случае, то есть при том раскладе мы должны были бы ставить стоп на 40, ниже $50, при моем раскладе стоп чуть-чуть поближе можно ставить под E, это 60, ниже $64. То есть, в принципе, даже с точки зрения защиты, риск, профит, моя разметка, она выглядит, как-то, на мой взгляд, более эстетично и в этом плане более, безопасно, что ли. То есть, вы либо можете меньше рисковать, либо, наоборот, взять больше размер позиций. Существует риск того, что эта волна Е еще не закончилась, да, и, может быть, она еще в процессе своего развития, поэтому, как альтернативный вариант, да, если брать более крупный масштаб и сильно есть большая вера в то, что альткоин сезон все-таки случится и он не обойдет стороной лайткоин, то есть расклад все-таки поставить стоп тогда не под 64, а вообще спрятать его под конец волны С, предполагаемой, в данном случае это $40. Но это уже далековато. Кому как нравится, кто как хочет, так и танцует. Я лично считаю, что если вы будете открывать трейд, пусть даже долгосрочный, какие-то позиционные сделки, то лучше ставить стоп поближе, а потом при возможности перезаходить, чем постоянно отодвигать стоп очень далеко. В данном случае это далековато ставить стоп по С, но этот уровень мы тоже можем выделить. Это самое дальнее, актуальное, зачем можно поставить стоп. Потому что пробой уже именно этого значения будет нам свидетельствовать о том, что здесь в принципе уродливая, да, в какой-то степени уродливая, но все-таки голова с плечами.
Да, образовалась, это вот у нас голова, это вот такое правое плечо, которое ниже левого, и в принципе это больше благоволит медвежьему сценарию, а правило входа в сделку по голове с плечами — это пробой, собственно, вот этой вот промежуточной впадины, которая образовалась после образования головы, да, и даже с этой точки зрения, то есть именно пробой $40 закреплением будет сигналом на вход коротких позиций. Ну, поэтому, опять же, можно даже условные ордера ставить. То есть можно, например, даже при этом раскладе, даже если будет пробой D, можно ставить стоп-разворот, даже не просто стоп на длинные защиты длинных позиций, а даже стоп-разворот на возврат и пробой этих значений. То есть уровень E и уровень, в данном случае это $63, но пока что эти уровни еще могут меняться, это все-таки еще неизвестно, точно ли закончилась волна E, да? Ну, определенно точно закончилась волна C по этой разметке. Тогда можно стоп-разворот поставить под $40, и тогда цели у лайткоина, ну, прямо очень сильно скорректироваться. То есть если здесь у нас уже закончилось, то есть какое условие этого падения, что если действительно первая волна закончилась вот здесь вот на самом деле, и эта коррекция просто еще не закончилась, и здесь мы имеем какой-то, допустим, вариант с образованием какой-то сложной комбинации коррекционной, это была только первая тройка, это волна X, и дальше там еще будет какая-то тройка, и может быть эта комбинация еще будет получить несколько растяжений, да, вперед, и может быть эта первая волна еще далеко не достигла своих минимумов. То есть мы можем посмотреть фибу, да, если предположить, что это была первая волна, и посмотреть, да, что вот уровень $10 61,8, да, то есть первые волны часто корректируются именно на уровень 61,8. Вот. Ну и цели, я думаю, у такой головы с плечами будут. То есть это, в принципе, мы сейчас с вами даже рассмотрели медвежий сценарий. Я думал его наконец оставить, но вот сейчас, получается, сразу же его рассматриваем. Но опять же, у нас есть определенный лимит по заполняемости треугольника, и я думаю, что волна Е, для нее просто уже не осталось места и времени, если это треугольник для заполнения. И если пробой будет, то, скорее всего, уже в совершенно ближайшее время. Но для надежности все-таки мы уже близки к уровню $145. Может быть, если у вас еще нет позиции по лайткоину, может быть, имеет смысл подождать пробоя $145. Какие могут быть цели, да, у этой всей истории? В случае вот медвежьего рынка, да, то есть пробой тех $40, ну, цели, по крайней мере, по голове с плечами там покажут там район $5, да. Ну, 61,8, если там отмерить, если это действительно конец был первой волны, то это $10, плюс круглое психологическое число. Часто еще бывает, конечно, все это корректируется и на 0,786, и на 0,89%. Ну, пока рано об этом говорить, лучше об этом говорить, если все-таки этот пробой и падение ниже $40 для лайта случится. Пока что, я думаю, все-таки больше вероятность того, что этот треугольник будет пробиваться в сторону повышения. Ну и во всяком случае, теперь у нас с вами есть целых 3 сценария. Давайте их быстренько прогоним. Первый сценарий, при котором сами ребята из прокторского агентства считают, что это у нас была первая первичная волна, и вот она закончилась вот здесь вот. Вот тут. И это у нас была вторая волна. И сейчас у нас череда растяжений для образования третьей импульсной волны, которая приведет нас к новым максимумам. Это первый сценарий, он бычий. Вход, пробой $145. Мой сценарий, здесь у нас еще первая волна, это не закончилась, вот он здесь уже указан, и, соответственно, пробой по тем же правилам, да, то есть это треугольник, в который нужно заходить на пробой вот этого вот значения, $145-150. Вот третий сценарий медвежий, это нифига никакой не треугольник, но это действительно закончилась первая волна первичной степени, к примеру, или какой-нибудь, может быть, не первая, может быть, третья волна, мы там тяжело сказать, потому что у нас нету истории торгов. Для лайткоина, ну пусть будет первая, да, потому что это первый нормальный импульс. Вот, и тогда она еще не закончила свою коррекцию, и это просто сложная какая-то коррекционная модель. У нас есть первая тройка ABC вот здесь вот, вторая тройка ABC здесь, да, в виде икса, и сейчас мы, допустим, получим продолжение падения в виде еще какой-нибудь, например, тройки. И только потом развернемся и пойдем уже дальше выше и будем отрисовывать третью волну, о которой сейчас говорит прокторское агентство. Тогда ни они, ни я
вы не правы. То есть в данном случае там надо будет перерисовывать. Единственный плюс того, что, рост все равно еще вероятнее всего для лайткоина будет. Просто через какую-то более глубокую коррекцию, и, может быть, придется реально долго сидеть с открытыми позициями, если вы не закроетесь по стопу, и переживать весь медвежий рынок, находясь в позиции. Вот, что никому не посоветуешь, потому что это очень неприятно. Первый сценарий, 2 сценария за рост и 1 сценарий за падение. Единственное, к чему мы сейчас еще можем обратиться, это к различным осцилляторам и индикаторам. Может быть, они нам помогут разобраться, а как-то, знаете, добавить несколько объективности к этому анализу. Потому что волновая теория – это очень субъективная вещь. И можно как угодно ее крутить, как угодно интерпретировать, можно где-то что-то не заметить, можно где-то что-то не захотеть замечать. Вот, хотя я стараюсь максимально объективно сделать, вытянуть максимум объективности всей этой истории. Но давайте в первую очередь, наверное, самое простое, что мы можем оценить, это индикаторы тенденций, средние и скользящие. Скользящие и средние. Вот период 20 недель, 50 недель, 100 недель. Значит, 20-недельная это голубая кривая, 50-недельная фиолетовая и желтая 100-недельная. Мы находимся выше всех 3 этих средних скользящих. Все они направлены вверх. Это хорошо. То есть, в принципе, вся эта история говорит нам о том, что, длинные позиции разрешены. Почему бы и нет? Они не имели места в последние годы, потому что, это была коррекционная модель. По моему мнению, треугольник, когда у нас коррекционная модель такая вот, которую можно в разряд плоских отнести, или треугольников, которые как-то вот ходят в какой-то в узком, тем более в сужающемся диапазоне, естественно, скользящие средние именно в этот период перестают работать. Но тем не менее, это не означает, что мы не должны смотреть на угол наклона этих скользящих. Смотрят наверх, наверх. Быстрые скользящие находятся выше медленных. Да, выше. Все направлены вверх. В принципе, почему бы и нет. Почему бы и нет? Тем более точки отмены достаточно еще близко, относительно близко, находятся. Вот, так что, наиболее оптимально, конечно, в прошлом работали комбинации, как я вижу, 20-недельного и 50-недельного среднего скользящего, как такие, все в сочетании, индикаторы. И их разворот вверх, позволял в будущее спроецировать, с некоторым легким опозданием, конечно, но спроецировать разворот тренда. Вот в прошлом, вот этот вот рост резкий начался. В принципе, здесь можно было заранее, зайти уже с формированием здесь какого-то разворота. Вот даже уже здесь можно было зайти на этом импульсе. Вот, хотя тут шумно все достаточно было, все могло и выбить, длинную позицию. Но только лишь на скользящий, к сожалению, на такой вот актив, как лайткоин, обращать внимание, наверное, не очень хорошо, потому что, видите, он имеет взрывной характер, и все происходит достаточно быстро и резко здесь. Вот. Но, тем не менее, сами скользящие позволяют заходить в рынок на текущий момент. Теперь давайте посмотрим на какие-нибудь осцилляторы. Что они нам, в принципе, могут подсказать? Были ли, например, вот здесь вот медвежьи дивергенции крупные? Да, нет, не было такого, знаете, и тут разве что на индексе относительной силы была медвежья дивергенция, на недельном таймфрейме она была, и она отработала, то есть коррекция с $400 до 40, это вам не шутки, она хорошо отработала. Здесь каких-то медвежьих дивергенций, вот здесь вот самое главное посмотреть, не было ли вот здесь вот каких-то медвежьих дивергенций. Да, в принципе, нет, не было. Нет, ни на RSI не было, ни на индикаторе, ни на MACD гистограмме, ни на линиях MACD не было медвежьих дивергенций. Индикаторы направленного движения здесь не показывали никаких медвежьих дивергенций. ADX не показывал никаких медвежьих дивергенций. И моментум тоже можем посмотреть. И моментум тоже не показывал никаких медвежьих дивергенций в этом участке. Соответственно, мы можем предположить, что действительно, вероятнее всего, нет никаких преград для того, чтобы поставить новую локальную хотя бы вершину вот здесь. Теперь что относительно целей? Куда же все-таки целиться? Если брать за основу мою раскладку, и будем сейчас пробиваться вверх, то мы можем померить, в принципе, первые 3 волны
уже в рамках этой последней пятой отложить от конца Е и посмотреть, да, где она там, куда она будет целиться. Ну, мы здесь вот видим, да, 0,382 целится на небольшой закол исторического максимума. То есть наиболее часто мы берем расстояние от первой до третьей, и, в общем-то, цель тогда вот чуть-чуть с небольшим заколом исторического максимума. $463. То есть это такая, в принципе, надежная цель. Ее не надо списывать со счетов, и она подкрепляется как раз сопротивлением, образованным вот этими двумя вершинками. Очень даже вероятно, что именно на этом и закончится рост лайткоина. Хотя даже после пробоя это 3 икса. Ну, в принципе, немало. Следующий уровень, докуда можем дорасти, это 0,618. В данном случае это 1594. Ну, давайте пока что я отмечу этот уровень, но дам ему минимальный приоритет, потому что здесь нету какого-нибудь подтверждающего фактора, как здесь в виде этих вот вершиночек. Давайте померяем теперь расстояние всей этой истории как первой волны, да, уже не с ее последний компонент пятый, а даже с этим вот участком. И здесь тогда нам нужно мерить вот этот вот участок. Да, вот он. Первая, третья волна. И вот у нас четвертая здесь закончилась. Посмотрим. Так, что у нас тут уже есть? А у нас троечка рядом с нашим уровнем есть. И у нас есть... Еще 3,618, да, такое следующее растяжение, это аж $5500, да. Ну, может быть, хотя очень вряд ли, я сомневаюсь, что прям так далеко долетит. Ну, пусть давайте отметим. К сожалению, здесь вот именно, если мы берем эту историю, как вот эти первые три волны, на пятую растянутую, то есть она настолько растянутая, тяжело сказать и дать какие-то конкретные цели. Можем сделать иначе, можем вообще померить размер этой маленькой первой волны. Вот совсем вот она, видите, какая маленькая. Она совсем маленькая. И отложить от второй. И посмотреть, что тут есть, может быть, интересного. А здесь у нас, видите, уровень 7618 совпадает один в один с этим вот уровнем $458. Поэтому что мы сделаем? Мы придадим важности этому уровню. То есть мы видим одно из классических определений целей по растяжениям, ориентируясь на первую волну импульса. То есть и мы ищем такие, знаете, совпадения. Все отношения с окончанием 618, то есть 1 618, 2 618, 3 618, даже вот 7 618 в моих отношениях по Фибоначчи это даже самая крайняя позиция. Ну, иногда встречается, поэтому я здесь настроил именно на 7 618 тоже. Ну и можем взять по максимуму, да, если мы отмерим другой метод измерения от конца первой волны, тогда вот будет этот уровень на $400 припадать на 6,618, а 7,618 будет 3 восьмерки, 888. Если мы будем рассматривать, что все-таки это первая волна, и возьмем за основу раскладку, которую предложило проекторовское агентство, и что это действительно была только первая волна, а это закончилась вторая, тем более, что здесь уже есть череда растяжений, то как минимум нужно предположить, что тогда третья волна будет, ну, хотя бы 0,618 от первой. И в таком случае, видите, тут у нас есть явное совпадение при таком раскладе с уровнем 1631. Я не помню, где мы с вами здесь уже размечали, но отметочку сделали. Поэтому придадим жирности этому уровню $1632-1640. Вот, есть вот явное совпадение, вот 0,618. И достаточно близкое тоже совпадение, но если это третья импульсная волна, и это была только первая, то 0,382 мы не смотрим, не обращаем внимания. Уже на что-то более крупное, да, один в один, ну, вряд ли такое может быть. То есть $16 000 это неразумно. А вообще там, если, допустим, это была нормальная первая волна, а третья будет растянутая, то тогда стандартно это 1,618. Но я не думаю, что кто-то в здравом уме скажет, что лайткоин будет стоить $658 000. Это уже, знаете, надо к психиатру, наверное, обращаться. Хотя все бывает в рынке, но не до такой степени, на мой взгляд. И важно отметить, что если мы так размечаем, это у нас будет только третья волна, это как минимум она туда должна долететь. После нее еще будет четвертая, еще и пятая волна, которая приведет в итоге цену еще выше. Еще выше. Ну, в принципе, знаете, самое оптимистичное, о чем можно говорить, на мой взгляд, это $16 000. Ну, это прям вообще, это караул.
Вот, я бы туда не целился, поэтому из этого сделаем вывод. Наиболее оптимистичные, да, и не то что оптимистичные, а реалистичные цели для лайткоина две. $463, 1640, ну и я бы выделил еще, знаете, все-таки $1000 как психологически важную отметку. Но тут уже, знаете, можно будет более точно сказать уже по мере развития тренда. Если здесь тренд восходящий все еще будет продолжаться, значит мы получим с вами все-таки не какое-то вот такое вот с перекрытиями некрасивое движение, а какое-то нормальное развитие восходящего тренда с последующим образованием второстепенных контртрендовых движений, под которыми можно будет спокойненько прятать себе стоп, уже провести потом трендовую линию и под сломом, при сломе которой, если будут длинные позиции открыты, закрывать их и, возможно, даже открывать короткие позиции, если они будут подтверждены показателями, например, каких-нибудь медвежьих дивергенций. Лично я считаю, что лайткоин должен присутствовать в портфеле, но нужно помнить о рисках. Я до сих пор считаю, что альткоин сезон более вероятно уже готов случиться. Многие альткоины значительно перепроданы, но есть некоторые противоречивые вещи на рынке, такие, как я уже упоминал, что биткоин завершает свой крупный цикл роста. И не потянет ли он за собой на дно все эти альткоины, которые все эти годы падали, пока он рос, да, и в итоге падение теперь будет и самого биткоина, и тех альткоинов, которые падали пока без него, а теперь будут падать в компании с ним заодно. Вот поэтому лично на свой личный портфель я до сих пор нахожусь в экспозиции на 50% в альтах, на 50% стейблкоинах. То есть я не захожу на 100%. Если биткоин доминация дорастет там до каких-то совершенно баснословных значений, а альты найдут еще несколько донышков в подарок, то, может быть, тогда и на все 100% залечу. Об этом уже много раз говорил. В случае с райским портфелем здесь есть такой компонент, как еженедельное пополнение, причем на значительный процент от текущего капитала в рынке. По этой причине больший процент от текущего капитала находится в рынке, более смело инвестируется и практически не совершаются хеджирующих каких-то защитных позиций, то есть конкретно на споте покупаются просто альты с целью поймать альткоин сезон. Если он не случится сейчас, а все-таки коррекция будет продолжаться, то будет достаточное количество времени для того, чтобы, инвестируя по $100 в неделю, размазать эти убытки и сделать среднюю точку входа по стратегии динамического усреднения, и по итогу, если суждено альткоинам все-таки еще жить, а не умереть, и будет все-таки хоть когда-нибудь этот альткоин сезон, и мир не остановится, то все равно с этого можно будет получить определенный гешефт. Но я все-таки считаю, что больше шансов того, что альткоин сезон случится уже в ближайшее время, вероятно, уже даже в этом году. То есть все, много чего на это указывает. Поэтому да, осторожно, но все-таки оптимистично. И на этом давайте сегодня закончим, а в следующих видео я, может быть, расскажу о других альткоинах, которые входят в состав райского портфеля, а может быть, мы оценим рынок альткоинов, глядя на биткоин-доминацию в различных ее интерпретациях, в различных ее видах, с альткоинами и без, в сочетании с эфириум-доминацией. Можем это все рассмотреть в следующем видео. Все зависит от моего настроения, от ваших пожеланий, поэтому пишите, если есть какие-то специфические пожелания, в комментариях. Вот, а те из вас, кто хочет почаще присутствовать на моем анализе во время прямых эфиров, которые я провожу для приватной группы, кто хочет проходить обучение трейдингу у меня лично, ссылочка есть в описании на мой курс по трейдингу и приватную группу. Раз в недельку мы там встречаемся, прямые эфиры проводим по заявкам пользователей и зрителей, я разбираю различные криптовалюты, фондовые рынки, индикаторы, показатели, ну и, собственно, обучение там достаточно глубокое, и не постыжусь этого сказать, наверное, один из лучших курсов по трейдингу, по техническому анализу, который вы можете только найти сейчас, вот то, что я сейчас делаю. Он почти закончен уже, там уже присутствуют десятки уроков с методичками, поэтому подписывайтесь, кому интересно, приобретайте доступ туда, и будем с вами видеться еще чаще. Вот, на этом я буду заканчивать. Всем вам желаю жирного профита и увидимся в следующих видео. Пока!